А что происходит, если родители не научат ребенка осознавать и переживать свои эмоции? В таком случае у нас есть два выхода, у нашей психики есть два выхода. Либо мы учимся этому гораздо позже и гораздо тяжелее, и надо сказать, что навык управления гневом, да, вот это то, что мы не умеем управлять, навык просто нормально, человечески разговаривать, не уходить сразу в невротические состояния, да, не кричать и не истерить. Вот весь этот навык, он основывается вот на этих вот первых шагах, когда мы учим описывать и справляться со своими эмоциями. Здесь же кроется еще и зависимое поведение. В чем это выражается? Не умея самостоятельно выражать и справляться со своими эмоциями, ребенок начинает нуждаться в объекте утешения. Так у нас появляются игрушки-утешалки, и это неплохо, если одновременно с этими утешалками есть еще и мама, которая умеет проявлять заботу, утешать и помогать ребенку снижать напряжение. Но вот если мамы нет, если она не проявляет такого внимания и не учит ребенка расслабляться, не учит ребенка самоутешению, то мы начинаем искать утешение в других людях, так появляется зависимость от какого-то человека. Сначала это мама, потом это супруг или супруга, потом это свой собственный ребенок. И мы постоянно находимся в созависимых отношениях, потому что нуждаемся в объекте, который помогает нам выразить свои эмоции или справиться с этими эмоциями. И объектом может стать какая-то привычка. Отсюда берут ноги зависимости различные от алкоголя, от наркотиков, от табака, трудоголизм, например, да, игромания и так далее. С чем это связано? С тем, что человек не может терпеть ту силу эмоций, которую он переживает, а для того, чтобы ее терпеть, нужно ее осознать, описать и научиться, да, самоуспокаиваться и самоутешаться, он не может. И он прибегает к каким-то другим источникам, которые ему помогают. Поэтому, да, этот период невероятно важен. Он ключевой в развитии и в воспитании ребенка. Учите ребенка выражать свои эмоции, учите терпеть эти эмоции, справляться с ними через описание или через выброс этих эмоций, через самоуспокоение и самоутешение. Придание смысла ребенку пока еще самостоятельно недоступно, но вы сами можете говорить, для чего мы делаем те или иные шаги. Это очень важно. Какие ошибки часто допускают родители в этот период? Кроме большого количества запретов и развития несамостоятельности, когда мы мешаем ребенку совершать ошибки, прежде всего это большое количество неадекватных эмоциональных реакций самих родителей. Для того, чтобы ребенок смог увидеть, а как же нужно выражать эмоции, эти эмоции нужно правильно выражать самим родителям. И, например, если эмоциональная реакция на одно и то же событие будет у родителей разной, то ребенок не будет знать, а как же надо поступать и как же надо реагировать. Например, ребенок несет чашечку и пролил воду на пол. И мама начинает умиляться: ты мое солнышко, какой ты молодец, чашечку несет, как же я рада, что малыш мне чашечку принес, как приятно напиться. Проходит буквально 3-4 недели, маме кажется, что ребенок уже достаточно самостоятельный, и та же самая попытка угостить маму чашечкой с водичкой приводит к тому, что вода разливается, а мама начинает реагировать очень ярко эмоционально. Без руки, зачем ты вообще потащил, как мне надоело за тобой все это вытирать и так далее. Я не понимаю, я правильно поступаю или неправильно поступаю. Ребенок оценивает свои поступки и свои действия и даже самого себя в зависимости от того, как на это реагирует взрослый. Это отзеркаливание. Как мама реагирует, так мне и надо себя вести. Как мама реагирует, именно так же буду в сходных ситуациях реагировать я. И если в следующий раз меня что-то расстроит и разозлит, я тоже буду бросаться предметами, кричать и топать ногами.
Поэтому я очень вас прошу, терпение, только терпение. Реагируйте на позитивное поведение ребенка, на то, что вы хотите подкрепить и поддержать радостью, да, удовольствием. Показывайте ребенку, что он правильно поступает, лаской. Пусть ваша реакция будет не чрезмерной. Не надо прыгать, да, и там, мама, я покакала, ура, ты покакал, какое чудо. Ни в коем случае. Будьте эмоционально уравновешены. Так вы дарите эмоциональную уравновешенность как подарок своему ребенку. И это очень и очень важно. Поэтому, да, навык эмоциональной регуляции необходим еще и многим взрослым. И уставшая, вымотанная мама не может дать адекватного примера своему растущему ребенку. Особенно в этот период, когда он хвостиком ходит за ней и вообще ни на минутку не отстает, а с другой стороны у него вечное «да», «нет». Поэтому маме в этот период очень сильно нужна помощь. И я прошу маму поставить приоритетом в этом свое эмоциональное состояние. Именно в этот период становится невероятно важным, чтобы мама проводила психологическую гигиену своего состояния. Мама нуждается в помощи, мама нуждается в этот период в восстановлении своих сил. И здесь надо сказать, что вы можете делегировать часть уже своих обязанностей мужу, бабушке, не просто обязанности там, по покупкам, уходу, да, но и обязанности, например, прогулка. Прогуляться мы уже можем с папой. И, кстати, папа гуляет с малышами намного лучше этого возраста. Папа дает ребенку совершать ошибки и получать необходимый опыт. И даже в более взрослом возрасте папа снова помогает ему ребенку больше проявлять самостоятельности. А мама и бабушка, например, чаще стремятся к гиперопеке. Какие же еще могут быть ошибки? Ну, тоже связанные с эмоциями, когда эмоциональная реакция, она такая неоднозначная. Ой, я смотрю, ты у нас все никак не можешь с этим справиться. Я не понимаю, думает ребенок, ты радуешься тому, что я не могу с этим справиться? Или ты осуждаешь? То есть словами ты вроде как осуждаешь, а эмоциями ты вроде как радуешься. Ой, какой ты у нас неуклюжий, косолапый. Так неуклюжесть и косолапость – это хорошо? Да? Ну, вообще не надо вешать ярлыки неуклюжий, косолапый. Удалите это из своего лексикона. Но помогайте ребенку, если он упал, и помогайте ему справиться с эмоциями обиды от того, что он упал. Чего я не рекомендую делать? Однажды я увидела такую ситуацию. Бабушка с малышом гуляли по лесопарку. Да, я гуляла недалеко, поэтому была свидетелем. Я, конечно, не стала никаких советов, рекомендаций давать, но так вот, вам на будущее. Малыш идет, он ковыляет, его шаги еще не очень уверенные, но он уже бегает, пытается, значит, вот это, убегает, падает. И вот бежит, споткнулся о корешок, упал. Бабушка, значит, подбежала, тут же, конечно же, его отряхнула. Ребенок, значит, это с обидой, со злостью. И бабушка говорит, плохой корешок, он сделал тебе больно, это корешок плохой, ударь по корешку. Я в этот момент даже опешила. Я впервые столкнулась с таким ярким проявлением обучения насильственного поведения. То есть, если тебе кто-то сделал обидно, больно, бей. Он не прав, просто бей. А к чему мы в этот момент учим ребенка? Не справляться со злостью. Нет, и это не косвенная агрессия, это не выплеск косвенной агрессии, ни в коем случае. Именно этот корешочек виноват, поэтому его надо бить. То есть в следующий раз, если у ребенка будет что-то не получаться, он будет злиться, и он будет выказывать агрессию на того человека, который в этот момент находился рядом. Я упал, но виноват ты. Вот так вот, поэтому очень вас предостерегаю, это неправильный способ, не надо бить, если кто-то невольно причинил тебе какую-то неприятность и неудобство. Так порождается вот то самое, меня толкнули на переменке, а я за это вот
сразу же в глаз дал, да, я не хотел, извини меня, пожалуйста. Вот, надо объяснить, да, что ты бежал, надо внимательнее смотреть под ножки, не торопись, пожалуйста, здесь много корешков, ты можешь упасть, будет больно. Да, предупреждать надо, пусть идет и падает, но корешок в этом не виноват. Еще одна ошибка – это запрет на эмоции. Не плачь, не кричи, нельзя так, что ты дуешься, нельзя дуться, хорошие девочки не дуются и так далее. Когда мы запрещаем, мы не просто их не описываем, не помогаем преодолеть, мы просто устанавливаем клеймо, запрет на проявление этих эмоций. И, кстати, это прямой путь к невротизации, потому что, например, причиной панических атак очень часто является запрет на выражение эмоций. Когда мы их в себе подавляем, а они начинают у нас вылезать в какой-то психосоматике. Поэтому, да, ребенок имеет право злиться, и он имеет право злиться в том числе на свою маму, и проявлять злость, и говорить «уйди», и говорить «я тебя ненавижу». Причин такому поведению может быть много. И я, кстати, рассматриваю некоторые из них в другом своем видео, да, «Я тебя ненавижу». Это тот очень частый период, когда произносят дети эту фразу. Посмотрите, пожалуйста, это видео, если вы сталкивались с такой ситуацией. Но нельзя злиться на маму. Ты что говоришь? Нельзя маму ненавидеть. Все. Раз ты меня не любишь, я тебя тоже не люблю, и мы с тобой, я ухожу. И представляете, этот период воссоединения, когда ребенок особенно сильно нуждается в маме, да, у него есть проблемы с эмоциональной регуляцией, да, он не умеет, да, он не понимает, да, у него амбивалентность, люблю, ненавижу, но он невероятно в вас нуждается. И в этот период мама обиделась, мама уходит, ты мне не нужен, ты не имеешь права такой. Что мы теперь всю жизнь, точнее выросший ребенок, будет всю жизнь пытаться заслуживать внимание. Любовь надо заслуживать хорошим поведением, улыбкой, всегда быть радостной. Я не могу быть ни красивой, ни радостной. Даже если мне больно, я буду показывать, что мне очень хорошо. Стоп! Так нельзя. Эмоции нужно уметь опознавать, адекватно выражать и, конечно же, самоутешаться, если эти эмоции чрезмерны и очень сильны. И росточки закладываются здесь. Подводя итоги периода сепарации и индивидуации, нужно сказать, что в этот период ребенок начинает осознавать себя как отдельную личность. Это раз. Отдаляется от своих родителей, но пока что все еще очень сильно в них нуждается. Это два. Он нуждается в появлении ограничений. Особенно важно это в период от 1,5 до 3 лет. Именно на основе этих ограничений у нас может вырасти сепарационная тревога и постоянная потребность в присутствии мамы. И это нужно просто переносить терпеливо, настойчиво помогая ребенку преодолевать этот период. У нас появляются 3 очень важных базовых навыка психики. Первый базовый навык – это навык эмоциональной саморегуляции, когда мы учимся не просто выражать, но осознавать, описывать и переживать свои эмоции, причем переживать эмоции разной интенсивности. Второй навык – это навык стрессоустойчивости. И в этот период как раз закладывается 2 очень важных качества – навык самоуспокоения и самоутешения. И для этого нам нужно взрослым утешать и успокаивать ребенка тогда, когда его эмоции чрезмерны, и справиться с ними он не может. И последний навык – это навык коммуникации, который начинает развиваться со слов «пока-пока», «дай» и так далее. Но у многих детей речевое развитие протекает в очень индивидуальном плане. Да? Нельзя сказать, что вот годику ребенок должен говорить столько-то слов, а к 16 месяцам столько-то слов, а к 18 месяцам столько-то слов. Ни в коем случае.
навык речевой неразрывно связан с навыками коммуникации. И иногда ребенок может коммуницировать с вами не на речевом, а на невербальном уровне. Да, он показывает, он с интересом проявляет интерес к другим ребятам, он наблюдает за ними. Но речевая коммуникация, конечно же, связана с появлением речи. Поэтому развитие навыков коммуникации в период от 8 месяцев до 3 лет все-таки больше протекает на невербальном уровне, и связан он с эмоциями и с умением справляться с эмоциями. То есть коммуницировать с другим человеком, адекватно реагируя на него и обучаясь определенным поведенческим паттерном. Абсолютно точно, что может научиться ребенок до 3 лет в плане коммуникации, это здороваться, прощаться, просить и отказываться. Нет, не хочу, не буду, но я думаю, что вы сами поймете, да, что учить этому не приходится. Он осваивает навык отказа и самостоятельно. Большое спасибо. Мое следующее видео будет посвящено периоду развития ребенка от 3 до 6 лет. Скорее всего, я его тоже разобью на несколько небольших видео. Смотрите меня, подписывайтесь на меня, ставьте лайки, давайте мне обратную связь. Это именно то, что помогает мне развивать свои навыки коммуникации в сфере интернет-технологий. Большое спасибо и до новых встреч!